Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайшего времени. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, какие подсказки карты дадут. Таро для вашего знака зодиака. У нас сегодня две колоды. Первая – поддержки патронажа ангелов. И вторая колода «Спроси у ангелов». Мы достанем одну карту, в конце откроем ее, и пусть это будет как карта-совет, как эта колода видит энергии наиболее предпочтительные для вашего знака зодиака на эту неделю. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем, мои дорогие близнецы, приятное время, и все равно какие-то подсказки вы получите. Ведь когда мы смотрим Таро расклады, Таро прогнозы, каждый из нас думает о чем-то своем. Но если допустить альтернативные варианты развития событий, то и неплохо, так задать себе вопрос. А что я буду делать, если что-то пойдет не так, как я это планировал? Ведь наша жизнь не бывает, увы, полностью предсказуема. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании под видео с переходом на мой сайт, где есть гороскопы планетарные, а также в плейлистам, точнее, переходы, где вы можете тоже по интересующей вас теме выбрать по своему знаку зодиака или асценденту видео. Итак, идем дальше. И если мы говорим о неделе, что важно знать? Какие энергии для вас наиболее предпочтительны или возможно, та сфера жизни, которой вам придется на неделе заниматься больше. Чего не избежать будет вторая карта или возможные неожиданности. Чему сейчас не время или что может вам помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту. Что скрыто? Может быть, вы чего-то не видите. А может быть и кто-то скрывает. Давайте узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба. Здесь у каждого будет по-своему. Энергия денег на неделю. И личная жизнь, как видят карты. И достану сразу. Карта совет. Что же будет важно? Решение какое-то однозначное будете принимать. И это не просто решение. В этой колоде карт туз жезлов или туз огня, как она называется. Это какая-то возможность. Но и не просто возможность, а именно окончательно это будут какие-то действия. Но между возможностью и действиями будет еще вами словно какой-то план составлен. Или какую-то вы стратегию, тактику будете разрабатывать. Это условно говоря. Но кто-то из вас чем-то именно должен определиться. Может быть и что-то более глобальное. В каком направлении я иду, в каком направлении буду двигаться мои дела. Что для меня в приоритете, ведь это очень важные решения, которые могут как раз и касаться деловой сферы жизни или вопросов заработка. Откуда, каким образом к вам приходят деньги, или по поводу вашей работы. Может быть, это как карьера. Это могут быть дела, вопросы, связанные с документами. С документами, которые достаточно для вас тоже важны, имеют вес, может быть, на долгий период времени. И планетарно тоже. Правда, в сентябре, да и за весь период осени мы можем перезаключать контракты, соглашения. Мы можем пересматривать брачные контракты. То есть вот все то, что будет как-то продолжено, но, возможно, в каком-то новом ключе. Вот это вот все важно. В принципе, тут что-то глобальное может быть. Или у кого-то это вы получаете новость какую-то, и она может вас отчасти словно подталкивать к принятию какого-то решения. И так тоже может проиграться. Неожиданности возможные. Получение денег. Вообще по этой карте, дай бог всем, такие неожиданности. И я искренне надеюсь, мои дорогие близнецы, что это не просто будет
получения денег или каких-то бонусов, или решения важных вопросов. Может быть, как добрая весть, потому что по именно этой карте девятка Земли, именно в этой колоде, это когда избыток, это когда процветание, это когда успех, это когда нам все нравится, мои дорогие. Материальная карта, она не говорит о каком-то всеобъемлющем счастье, но она говорит о материальном спокойствии, об уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне. И когда у нас все хорошо, когда мы никуда не спешим, когда мы, в принципе, довольны собой и довольны тем, как идут у нас дела. Две карты, можно сказать и так. Это и туз огня, это и девятка земли, которые одна другую дополняют. Приятная неделя в целом, и поэтому даже если какие-то спорные моменты, вы их обойдете. Те вопросы, которые касаются по документам, вы все решите. В принципе, ну, даже если в неожиданностях эта карта выпадает, то тогда у вас что-то хорошее решается на этой неделе. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Ну, когда вы будете, возможно, чересчур самоуверены, или когда вы словно бросите что-то, или оставите, или когда вы завершите резко. Прекрасная карта, с одной стороны, она здорово помогает, выпадая нам в тех случаях, когда имеет место какой-то затянувшийся сценарий, или то, что нам набило оскомину, то, что нам уже просто надоело, или то, что нас не радует. Это карта свободы, и поэтому у кого-то может проиграться. У нас сейчас все хорошо, у вас, мои дорогие близнецы. Это то состояние, когда мы себя чувствуем уверенными. И уверенность – это замечательное качество, но есть еще другое – самонадеянность. И иногда вот эта самоуверенность, гипертрофированная, скажем так, она не самое лучшее в нас качество будет и где-то подталкивает к такому решению, когда мы можем даже что-то разрушить. Мы ведь в сегодняшнем дне убеждены, мы убеждены в собственных суждениях. Мы уверены, что у нас сейчас будет ровным счетом так, как мы хотим. Но жизнь, повторяюсь, не бывает полностью предсказуема. И, может быть, поэтому этот аркан вам выпадает не время что-то ломать, крушить. Может быть, отношения. Может быть, отношения даже по работе. Но какие-то контакты все равно сохранять. Не время быть каким-то безапелляционным, не время устраивать какую-то глобальную трансформацию. Вот буквально так. Что же, какие энергии вам будут помогать? А когда вы совершите мягкий переход, скажем, переход мягкий, что имею в виду? По тройке Земли это мы сдаем экзамены. Это карта таланта, это карта учебы, это карта перехода на новый уровень. И у кого-то конкретно учеба заканчивается, начинается работа. Или вы получали дополнительное образование, курсы проходили, вы тоже их заканчиваете, и теперь вы уже специалист. Вы можете свои знания применить на практике. По этой карте мы все знания переводим потом в какой-то денежный эквивалент. Почему эта карта часто очень говорит о том, что ну, даже банальные какие-то знания, которые мы могли сначала не рассматривать как с финансовой точки зрения, мы будем все равно более востребованы на рынке труда, и поэтому для нас больше бонусов, для нас более широкий горизонт возможностей и одновременно больше заработка. Было бы желание, что называется, карта раскрытия наших талантов или сдачи экзамена. Но у кого-то это жизненный экзамен, какой-то жизненно важный выбор у вас стоит на этой неделе. И его нужно сделать очень правильно. И о чем нам говорит карта, если мы говорим, не время что-то оставлять или кого-то оставлять. Так вот, тройка Земли, она как раз партнерские отношения предусматривает, что это вам помогает. Вы можете что-то передумать, или я имею в виду с позиции не в плане отказаться, а перевести на новый уровень, как и отношения, как и партнерское, какое-то взаимодействие, может быть, по бизнесу, по личному творчеству или по работе. Здесь по-разному, но взаимодействие как будто с людьми, с обществом, социумом, оно продолжается. Поэтому учитывать, видимо, что-то придется. Ведь мы сильны не в том,
как мы настоим на своем, а как мы сумеем провзаимодействовать. Может быть, поэтому 13-й старший аркан. Не время все рушить, ломать то, что было, возможно, отстроено долгий период времени. Давайте посмотрим, что же скрыто. Здесь может быть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. Если мы говорим, что скрыто, здесь тоже можно рассмотреть с двух позиций эту карту. Иногда эта карта говорит о наших близких. Вот буквально, если вы замужем или вы женаты, пусть у нас выпал король, мы ведь не рассматриваем по полу карту. Но, может быть, это ваши где-то отношения с вашим близким человеком. Это когда уже даны были какие-то обязательства, или когда какая-то история, может быть, и семейная история, и у вас меняются как-то взгляды, или что-то вы тут можете передумать. Вы можете где-то рассматривать какие-то новые варианты, но, может быть, это и варианты по части заработка, все-таки пентакли у нас выпадают, или, мы уже сказали, деньги, что скрыто. Ну, кто знает, если мы говорим, что скрыто, конечно, может быть и человек, который где-то пытается, ну, так вам не рассказывать подробно о своем финансовом положении. Но у короля Пентаклей или у короля Земли с финансами полный порядок. Эта карта, в принципе, не подразумевает, особенно в этой колоде, человека скрытного или тот, который, ну, где-то хитрит, 2 пишем, 3 в уме. Нет, это карта как раз доброго человека, достаточно основательного, надежного, когда ему можно доверять. Но, может быть, у вас такая ситуация складывается, что вам несколько хочется либо какую-то свою финансовую историю развивать, или хочется иметь, может быть, даже в семье какую-то свою подушку безопасности, или хочется иметь, грубо говоря, какую-то свою заначку, мои дорогие близнецы, и вы будете тоже что-то продумывать. Хотя я думаю, что это, надеюсь, не для всех, потому что, повторюсь, это карта надежного человека, человека доброго, человека, на которого можно положиться, и еще это карта реализации наших планов, реализации в нашем материальном мире. Поэтому переложите на свою ситуацию, что скрыто. Все же я склоняюсь к тому, что я не могу сказать, что кто-то от вас тут нарочно скрывает. Нет. А вот у вас такое желание вполне, ну, пусть это не для всех, но где-то, поскольку у нас выпадает девятка, и мы говорим это неожиданно, у кого-то могут быть неожиданные деньги, или какой-то как сверхдоход, или пусть это какой-то бонус, или какая-то сумма денег. И вы можете скрывать о каких-то возможностях. Но, в принципе, нет того, что кто-то против вас что-либо замышляет. Какой-то хитрый план, мои дорогие близнецы. Вот этого нет, я не вижу. Дела, работа, бизнес, документы, учеба. Может быть и поездка для кого-то по делам. Ну, может быть для кого-то и на отдых. Вообще по 8 воды это когда мы ищем выход, и мы его находим. По этой карте конкретно прописан поиск, самоутверждение и реализация. Поэтому я так вижу больше. Это правда какой-то важный выбор с последующим составлением планов и последующими вашими действиями. У вас все получится, но это словно новый путь, новые возможности. И я так предполагаю, вы для себя, ну, как словно перешагнете через какой-то порог или пороговое значение. И пусть это звучит как аллегория, но переходный период определенно существует. И если мы сказали, что по этой карте мы ищем выход, и мы его находим, поэтому для вас карта подтверждает, что нет ничего невозможного. Если один способ не работает для решения ваших дел, вопросов, значит, вы можете найти другой. Или для кого-то это будет именно означать карта вашего ухода. Может быть, конкретно вы меняете работу, и вы уходите с предыдущего места работы. Или еще какой-то ваш
переезд, и он тоже предполагает, как и документы, как и сбор вас в дорогу или пересмотр еще каких-то важных составляющих. В конечном итоге это важное решение, которое вы принимаете. Это новый жизненный путь. Финансы. Хотя про финансы нам сказали. И попажу жезлов или попажу огня в этой колоде. Это креативность или это создание какого-то нового проекта. Есть к этому, безусловно, мотивация, есть энтузиазм. Где-то все то, что я говорила по первой карте, да и по второй тоже, поскольку мы с вами смотрим на деньги именно позиция. Поэтому деньги есть, деньги будут, но как будто вами, к примеру, могут быть рассмотрены новые проекты, вами могут быть рассмотрены инвестиции. Кто-то из вас, я этого не исключаю, будет помогать попросту своим детям, кто-то будет проплачивать за учебу. И такое тоже может быть за учебу ваших, может быть, подросших детей или какие-то, опять же, планы на будущее. Паш, это еще какое-то начало. И нам о начале уже тоже сказали. И предыдущая карта тоже об этом. Поэтому какие-то, как и новые планы, новые проекты, есть к этому возможности и не одна. И новые горизонты для вас на этой неделе, ну как минимум один какой-то, он точно откроется. Важно это увидеть. Важно где-то не навредить себе определенной горячностью. Важно нужные партнерские отношения сохранить, мои дорогие. Что же в личной жизни? Есть какое-то разочарование, всегда пятерка воды или пятерка кубков. Это определенная апатия. Может быть, но и не все идет так, как вы бы этого хотели. Есть по этой карте и когда мы что-то теряем. Может быть, жалко что-то терять. Может быть и так. Может быть и есть какие-то разочарования, потому что что-то, опять же, выпадает из вашей стратегии. Мелкая карта. И нам говорят, открой глаза. Все прекрасно. Что-то может банально не нравиться в партнере для тех, кто человек семейный или в партнерских отношениях. И вот просто проживает даже вместе. У нас ведь не случайно тогда 13-й аркан, чему сейчас не время. И я сказала, вы можете отказаться, разрушить, захочется настоять на своем, потому что у вас что-то как раз очень неплохо складывается. Поэтому, чтобы потом не сожалеть, а сожаление придет. Ведь нам говорят, открой глаза. И, может быть, ты увидишь какие-то новые грани, почему человек так поступил, или ты сможешь понять лучше человека. Может быть, и обратная ситуация. Это вы, ну, что-то сделали, ну, как ошибка какая-то. И это мелкая карта, значит, и ошибка какая-то. Не ошибка вовсе. Но вы закрываете опять же глаза, и вы как будто не хотите видеть какую-то реальность. Может быть, и новость какая-то приходит, мои дорогие близнецы, которая вас тоже где-то так может выбить из колеи. Хотя как раз все то, что лежит в плоскости дел, каких-то событий, в плане денег, вашей самореализации, осуществления планов или документов. Вот здесь вот все то, что касается материализма и нашей реальной жизни. На этой неделе прекрасно. Но есть то, что где-то с области эмоций оно не совпадает с вами в унисон. И здесь у каждого будет по-разному. Либо вас не устраивает, может быть, в каких-то проявлениях ваш партнер. Для кого-то может быть сожаление о том, что я один или одна. Тогда нужно не горевать, а продумать стратегию, тактику, как действовать, чтобы встретить нового человека и не быть в одиночестве в гордом. Ну, а для тех, кто человек семейный, допустим, и это у вас как-то вот есть такой нюанс, что вас что-то не устроило или вас зацепило, вам что-то не понравилось, не делайте из мухи слона, мои дорогие близнецы. Всегда важно проговорить. Вот эти откровенные разговоры, они позволяют нам понять друг друга лучше и, главное, правильнее. Давайте карту совет. Что же нам скажут карты? И тут один совет. Действуй. И мы об этом говорили в самом начале. От ваших правильных действий будет зависеть от начала до конца ваше качество жизни. Видимо, что-то придется учесть. Как и свое настроение. Может быть, это касается и партнера.
Может быть, это усталость ваша или партнера, если вы в партнерских отношениях, в семейных отношениях. Если вы один или одна, тогда хватит закрывать глаза на эту проблему, хватит горевать. Ты теряешь время конкретно. Нам об этом говорит карта. Тогда нужно действовать и как-то по-другому. Словом, переложите выпавшие карты на историю своей жизни. И я надеюсь, какие-то подсказки для вас будут, ведь сама по себе неделя очень перспективная. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.